Всем привет! Сегодня суббота. Посмотрите, как холодно, морозно. Такое впечатление, что сегодня Рождество или Новый год. И мы идем сейчас на Святую Мессу в костел, и я расскажу вам почему. Сегодня первая суббота месяца, и это очень торжественный и такой особенный день, потому что в эту субботу приезжает очень много паломников. А связано это с второй тайной Фатимской, которую Матерь Божья объявила сестре Луции в 1925 году в Фатиме. Я не буду останавливаться на этом, но скажу лишь, что это связано с специальной службой, посвященной сердцу Богородицы. Посмотрите, сколько приезжает людей. Внизу негде яблоку упасть, поэтому мы пришли на балкончик, и я вам показываю, что творится внизу. Нужно принять участие в 5 таких первых субботах месяца и соблюдать некоторые правила, которые оставила Матерь Божья. Одним из них это принятие святого причастия. Вот посмотрите, мы стоим в очереди, все люди идут к первому причастию. И в конце такой службы читается специальная молитва, в которой люди отдают себя и все, что у них есть, Матерь Божьей. Вот это все очередь внизу к святому причастию. Также нужно в этот день исповедоваться и молиться на розарии. Хочу обратить ваше внимание на полезную информацию, чтобы не выходило тепло из дома зимой. Вот, посмотрите на свои окна и найдите вот такую штучку. Здесь, видите, такая черточка. От ее позиции зависит то, как окна прилегают к раме. Если вот находится как сейчас, это летняя, то есть есть такая шпарка. Если вверх, это будет нейтральная. А если вот эта черточка повернута к нашей резиновой прокладке, это будет зимняя позиция, и при ней тепло не будет убегать из комнаты. Окно с этой прокладкой будет очень плотно прилегать к общей раме. В прошлом ролике я показывала, что лепила вареники, и у меня осталось тесто, и говорила, что я его использую. Вот так я делаю такие лепешки, и потом на небольшом огне на сковородочке их подсушиваю, поджариваю. Посмотрите, какие они получаются. Они получаются очень вкусные, надуваются такие, просто такие в середине. Видите, какое оно пупырчатое получается. Можно на него на горячее положить кусочек желтого сыра или там с кетчупом. Получается очень и очень вкусно. Тесто не выбрасываешь. Вот такой мой лайфхак. Сегодня на обед у меня, кроме супа, вот такие тефтельки. Здесь у меня с маслицем я отогреваю макарончики, чтобы они были такие вкусные и рассыпчатые, не приклеенные друг к другу. И также салатик из капусты. Сейчас покажу. Вот такой салатик из капусты. И я еще туда добавила такие проросшие росточки гороха, зеленого горошка. И залила таким специальным винегретом, который я готовлю, как сказать, на огне. Он такой горячим способом заливается, и получается капусточка очень и очень вкусненькая. А сделать очень легко. Нужно налить растительное масло, уксус и немножко сахара. И довести до кипения, сразу снять с огня и вот такой горячей смесью залить капусту, которую прежде нужно немножко посолить и накрыть. Ну и также вот заливаете таким винегретом, прикрываете, и пусть оно постоит немножко. Салатик очень и очень вкусный. Вот такое у меня сегодня второе блюдо, то, что вам описывала и показывала. Очень вкусно, пахнет просто замечательно, поэтому уже не буду дольше на эту тему рассказывать. Приступаю к еде. Выдержать невозможно. Сегодня я хочу также поделиться рецептом очень вкусного и простого тортика. На экране у вас ингредиенты на тесто. И вот так вот сначала я буду взбивать яйца с сахаром, а затем буду добавлять следующие ингредиенты, которые вы видели на экране. Торт очень и очень простой
в исполнении. Поэтому вы его сделаете на раз, два, три, и можете его подавать и на праздник, и даже если дома, когда вам хочется чего-то вкусненького. Вот я взбила яйца с сахаром до белой пены. Теперь добавляю сюда сметану и также немножко взобью, и для того, чтобы, как бы сказать, получилась однородная масса. Есть торты, которым нужно уделять много внимания, а есть вот такие, на скорую руку, но они также вкусные. Теперь добавляю какао и опять буду взбивать. Кстати, тесто к этому торту называется не тесто, а торт, тесто, которого я сейчас использую, называется принц. Там идет другой крем, но я сделаю сегодня крем по своему усмотрению. Вот теперь добавляю муку и разрыхлитель. И уже на последнем этапе буду взбивать тесто. Вот такое жидкое тесто получается. Доводим до такой равномерной консистенции. Все делается очень и очень быстро. Конечно же, нужно обращать внимание на то, чтобы не было никаких грудочек в тесте. Вот до такой консистенции мы его взбиваем и отправляем на смазанную жиром и посыпанную мукой тортовницу. И затем отправляем в духовку. Вот столько теста у нас получилось. Тортовница средняя у меня. И отправляю в духовку до полной готовности. Вуаля! Наше тесто уже в духовке, температура 180 градусов. Вот я уже испекла тесто. И теперь этот корж я разрежу пополам на две части. Если любите, то можете коржи чем-то пропитать. А крем у меня будет очень простой. Пачка сливочного масла комнатной температуры, какой-то может быть запах. И вот такая сгущенка. В Польше продается самая лучшая вот такая. Уже готовая масса. Сгущенного молока его уже варить не нужно. И теперь только смешаю его с маслом и с каким-то запахом, если это хотите. Если нет, можно без запаха. И получается очень вкусный крем. Самое главное, что без заморочек и очень вкусно. И этот вкус многие любят. Вуаля, вот такой торт у меня получился. Коржи я намазала своим кремом и украсила сверху кокосом и орехами. Получилось очень и очень красиво. А вот так выглядит мой торт в разрезе. Я уже попробовала. Он очень и очень вкусный, а самое главное простой и быстрый. Всем советую его приготовить, если вы хотите сделать быстрый тортик на воскресенье. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.